Мать на несколько секунд оставила годовалого ребенка одного с собакой. Когда она вошла в комнату, она замерла и ошеломилась. Несмотря на то, что они пробыли с собакой всего несколько дней, она была уверена, что у него добрый характер, и он не представляет опасности для их семьи. Но тогда произошло нечто удивительное. Она отвернулась от него всего на несколько секунд. Она собиралась броситься помочь своему сыну, но тут она заметила что-то, что заставило ее задуматься. И когда она осознала, что на самом деле происходит, она не могла поверить. Все началось, когда Кэтрин и ее муж решили завести еще одного ребенка. Они считали, что это поможет их дочери Шарлотте развить чувство ответственности и даст ей верного друга и защитника. Они хотели купить щенка у заводчика, чтобы получить собаку с нужными качествами. Но они также хотели дать дом собаке из приюта. Судьба привела их к спасенному собаке, который изначально был приобретен у заводчика. Единственная проблема была в том, что его порода имела репутацию агрессивной и непредсказуемой. Собака была взрослым доберманом. Эту породу изначально разводили как личных охранников, и они были генетически настроены быть особенно защитническими и агрессивными. Поэтому неудивительно, что многих доберманов используют как сторожевых или служебных собак. Их репутация отражает эти характеристики, хотя современные заводчики стараются вырастить их добрее и дружелюбнее. Но в собаке, которую обнаружила Кэтрин, было что-то особенное. Этот доберман был спасен из приюта Кэрри Киндер в Этертоне, Австралия. Заводчик продал его клиенту, но потом обнаружил, что он был жестоко обращен и решил его спасти. Состояние собаки было ужасным. Он был истощен и с переломанными ребрами, что свидетельствовало о побоях. Ветеринары даже рассматривали возможность его усыпления. Но тогда Кэтрин вступила в игру. Муж Кэтрин был немного насторожен. Они выбрали правильную собаку для семьи. Они действительно все продумали. Он не хотел, чтобы эмоции от нового члена семьи повлияли на его суждение. Но его опасения были быстро развеяны, когда он позволил собаке поднять дух. Даже после того, как он узнал о тяжелой судьбе собаки, Кэтрин не могла не влюбиться в нее сразу же после знакомства. Он имел характер, который заставил ее чувствовать себя комфортно. Так что, несмотря на все предупреждения, она взяла его и назвала его Хан. Она с нетерпением ждала, чтобы познакомить его со своей 17-месячной дочерью. Но это не значило, что она была безрассудной с новой незнакомой собакой в своем доме. Она решила принять все меры предосторожности. Первые дни, когда Хан был у Кэтрин дома, ни она, ни ее муж не спускали с него глаз. Младенец Шарлотта была восхищена своим новым мохнатым другом, и он, казалось, хорошо себя вел рядом с ней. Он всегда был спокойным и ласковым. Кэтрин думала, что приняла правильное решение, хотя она оставалась настороже, когда собака и ребенок встречались. Но однажды все изменилось. Кэтрин оставила Хана играть с дочерью во дворе, пока она мыла посуду на кухне. Как будто чувствуя что-то не так, она посмотрела в окно и увидела сцену, которую никогда не забудет. Но прежде чем она успела что-то сделать, было уже поздно. Хан продолжал толкать Шарлотту и давить на нее мордочкой. Чего Кэтрин никогда не видела в нем раньше. Он толкнул ребенка вперед и назад, как будто пытался заставить ее реагировать. Шарлотта была без сознания и продолжала катиться. Затем он ухватил ее подгузник между зубами. Кэтрин закричала имя Хана, наблюдая с ужасом. Мысли Кэтрин кружили в ее голове. Она слышала о собаках, кусавших детей, но, может быть, такое случилось с Ханом. Она не могла отделаться от чувства вины, что это ее вина. Ей следовало быть осторожнее. Ее не следовало оставлять Шарлотту одну. Тогда Хан сделал нечто, что почти заставило ее сердце остановиться.
Хан схватил Шарлотту за подгузник и бросил ее примерно на 3 метра во двор, словно она была тряпичной куклой. Кэтрин не могла поверить своим глазам и на мгновение оказалась парализованной, не зная, что делать. У нее была только одна мысль — ей надо побежать помочь своему ребенку. Кэтрин побежала к дочери и быстро подняла ее. Она осмотрела ее, чтобы убедиться, что она цела. Она была удивлена, обнаружив, что ребенок имел только несколько царапин. Повернувшись к Хану, она почти ожидала, что он также нападет на нее. Но вместо этого собака сделала нечто странное. Хан старался встать. Он задыхался и слюнявился. Он поднял переднюю лапу, как будто бы испытывал боль. Затем его дыхание стало тяжелее, и он потерял сознание. Состояние Хана ухудшалось прямо на глазах у Кэтрин. Здесь явно что-то еще происходило. Кэтрин не могла понять, что случилось. Она была в панике и испытывала чувство беспомощности перед ситуацией. Тогда она увидела на траве упавшую тайпана, одну из самых ядовитых змей в Австралии. Укус этой змеи может быть смертельным для взрослого человека. Только теперь Кэтрин поняла, что произошло на самом деле. Хан отбросил Шарлотту от опасности и пожертвовал своей жизнью. Но он заплатил за этот героический поступок своей жизнью. Кэтрин поняла, что Хан, вероятно, был укушен, пытаясь защитить маленькую Шарлотту. Зная опасности австралийской дикой природы, Кэтрин понимала, что оставалось считанные минуты. Хану нужно было попасть к ветеринару и получить противоядие, иначе у него не было шансов выжить. Только вот одна проблема. Кэтрин оставалась одна дома с Шарлоттой и 45-килограммовым псом. Но она не хотела оставлять его умирать после того, как он спас жизнь ее ребенку. Собрав все свои силы, она подняла раненую собаку и каким-то образом уложила его в багажник автомобиля. «Теперь, если бы вы попросили меня нести его вес, я бы, наверное, не смогла», — сказала она позже в интервью. Адреналин, бьющий ключом, делал ее способной к необычным действиям. Из-за этого она могла проявлять гораздо больше силы, чем обычно. Потом женщина понеслась к ветеринару с раненым псом в багажнике, едва соблюдая правила дорожного движения. «Я даже не останавливалась на красный свет», она призналась позже в интервью. Кэтрин приехала к ветеринару, который сразу же принял Хана и дал ему укол противоядия. Хотя Кэтрин очень хотела узнать, как дело обстоит у ее собаки, ветеринар сказал, что им придется ждать до следующего утра, чтобы увидеть, сработало ли противоядие. Она с неохотой поехала домой, не зная, что будет дальше. Укус тайпана обычно смертельный. Но, возможно, Хан не получил полную дозу яда и смог пережить ночь благодаря своему размеру и весу. Эксперт полагал, что он мог выжить, потому что змея не смогла впрыснуть всего яда в его лапу. Но он не хотел пытаться дать Кэтрин и ее мужу большие надежды. В любом случае, Кэтрин молилась всю ночь, чтобы Хан выжил. Она не закрывала глаз и беспокоилась до утра. На следующий день она получила звонок от ветеринара. Молодая женщина заплакала. Хан был в стабильном состоянии и вернулся домой позже в тот вечер. Маленькая семья не могла поверить в свою удачу. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал бесплатно, чтобы не пропустить другие видео.